Так, ну что, прошли сутки, все нормально. Так что дальше будет видео, как я монтировал второй гидроаккумулятор. Приятного просмотра. Так, всем доброго. Вот хочу начать очередной большой проект. Но он большой будет не по исполнению, потому что я рассчитываю, что особо долго я с ним возиться не буду, но по значимости. Значит, что я затеял? Я затеял установить второй гидробак. Ну, я, собственно, уже про это говорил. Ну вот, руки дошли. Руки дошли. Значит, долго я тут примерялся. Сначала я думал, какой-то короб там из уголка, может быть, сварить. На что ставить. И, в общем, и так, и сяк. И потом что-то меня осенило, а что бы мне не сделать просто кронштейны. И, в общем, я вот такие вот кронштейны сделал из уголка 25×3. Вот. Вот два таких кронштейна. Сварил, просверлил, ну и вот привернул с помощью анкерных болтов. И теперь у меня стоит задача врезаться в существующую систему. И для этого я приготовил вот такую вот штуку. Вот. То есть это вот у нас пойдет вот сюда. Это, ну, в общем-то, можно сказать, самое сложное. Потому что нужно сейчас будет сливать воду. И на какое-то время дом будет без воды. Так, ну вот, значит, первая фаза, самая, в принципе, трудная, пройдена. Паял я тройник туда с уголком экраном. Это было самое трудное. Дальше, я думаю, будет все сильно проще. По крайней мере, теперь уже, что бы я ни делал, в дальнейшем дом будет с водой. Так что все, продолжаем. Так, ну вот конечный, не конечный, а предконечный вид конструкции вот примерно такой. То есть, что я сделал? Вот эти вот бруски привернул с помощью болтов М8×100. Вот, и две таких досочки какие-то оставались, откуда там старенькие, приладил. Все, на них поставил второй гидробак. Ну, теперь осталось его, собственно, соединить. Так, ну все, вот такой законченный вид изделия, вернее, конструкции. Ну, в общем, даже волнуюсь. Осталось теперь пустить. Все, я все привернул, все скрутил, все спаял. Осталось, в общем-то, открыть верхний экран и посмотрим, что будет. Так, ну что, свершилось. Все, второй гидробак подключен. Ну, дальше, как говорится, будем наблюдать. Ну, пока из наблюдений накачивает, конечно, теперь медленнее. Ну, это понятно. Объема стало в 2 раза больше. Плюс дополнительное сопротивление. Ну и сливается он теперь в 2 раза больше, дольше. Так что вот будем наблюдать. Я думаю, что вот несколько дней я понаблюдаю, потом смонтирую ролик. Так что если вы видите этот ролик, значит все нормально. Ну, плюсы, я думаю, что можно не объяснять. А хотите, объясню. Это ремонтопригодность. Всегда и надежность. То есть при выходе из строя одного из гидробаков, то есть или груша, или ниппель, он перекрывается, и всегда есть второй запасной.
на котором вполне можно жить. Потому что до сих пор мы жили с одним гидробаком. Ну, попробуем с двумя. Так, ну еще небольшое дополнение. Решил я снизить давление выключения насоса, которое, ну, кто не знает, регулируется вот этой гаечкой маленькой пружиной, вернее. Вот. И я еще хотел добавить, что я постарался, я думаю, что достиг этой цели, сделать так, чтобы, ну, система была абсолютно ремонтопригодная. То есть к любому узлу есть доступ. В первую очередь меня волновал доступ к ниппелю нижнего бака. То есть вот видите, поэтому вот доступ к нему есть. Ну, к верхнему само собой есть. Ну и при таком способе подвески второго бака они полностью независимы друг от друга. То есть легко демонтируются, что нижний бак, то есть перекрывается кран. Ну, там разные варианты есть. Сливается вода, из него потом выкручивается американка, и бак легко просто вперед вынимается. То есть вот такая консольная подвеска второго бака решила вот этот вопрос, который я не мог сообразить довольно долго. Я тут, повторяюсь, конструировал в голове эти схемы всякие, только вот недавно додумался до этих кронштейнов. Так что все по задумке. Ну вот, кстати, груша из ролика про ниппель. Так она пока и лежит, ну, неприкаянная. Ну, ждет всего часа, когда-нибудь дождется. То есть теперь, в случае чего, все легко отсоединяется, демонтируется, заменяется. Они одинаковые. Забываю сегодня, как называется. Ну, в общем, одной фирмы они. Одна модель. В принципе, все устраивает, но вот захотелось чего-то еще. Так что все. Ну, в общем, я что хотел добавить. К этой идее я шел несколько лет. То есть вот я смотрел на него, на этот бак одинокий, и все думал, как бы ему тут пару приделать. Да, вот это, да вот то. В итоге в реальности я сделал все за 2 дня. Ну, как всегда. Но шел я к этому, ну, грубо говоря, 2 года. Так что я даже прям немножко волнуюсь, как альпинист на вершине горы. Так что вот так. Все.